Здравствуйте, мои хорошие! Сейчас вы посмотрите довольно интересную подборку бесед. Самый такой жесткий будет в конце. Ну, вот так по нарастающей будем идти. В конце, конечно, много матов. Вырежу. Но приятного просмотра. Здравствуйте. Здрасте. Как жизнь? Ну, у меня Как, нормально. как ваш канал развивается? Потихоньку, не спеша. А сколько уже подписоты, если не секрет? Подписоты ни одного, а зрителей, подписчиков 6740 с чем-то. Ну, блин, прикольно. Последний раз, когда мы с вами общались, у вас 3000 было. Ну, я не могу, да, сказать, потому что я сейчас вас не вижу. Вы не боитесь, если вы не хотите, я вас не выложу, и вы сейчас не на стриме, а просто на записи. Да не-не, я не боюсь, у меня зарядка включена, и А, вон телефон, ну, оно я не что. могу. Ну, понимаю. Потому что провод, ну, она, короче, именно эта рулетка очень зарядку жрет почему-то, не знаю. Быстро телефон садится. Да, я вас понимаю, потому что то же самое, я с телефона ее удалил. И когда через компьютер разговариваю, показывает Task Manager, большой ресурс Ага. потребляет. Почему так, я Да, не ну да, понимаю. есть такое. Я понял. Такие вот По дела. голосу слышно молодой, да, человек? Ну, 28, да, Ну, относительно. а я не Почти с вами, молодой. вы не в машине ехали, когда я с вами беседовал? Да. Значит, припоминаю, да. Где-то год Вы назад, по голосу наверное. узнали? Ничего себе у вас на голос, прям память хорошая. Смотри, ух, какое. Я понял, я Слушай, что у тебя так понял. до сих пор не получилось никак выехать? Не, Или ты не пока что нет. пытался? Не, ну я типа как пытался относительно. Ну, можно сказать, и не пытался, не выходит. Ну, это трудно. Я знаю то, что у меня соседка, женщина, она с Украины, у нее сын воюет сейчас в ЗСУ, но они пытались его вывести, они отсюда, с Германии, приехали туда, на польскую границу, с М. Украиной. Там, по-моему, даже деньги предлагали. Пацан стоял уже, короче, тоже там, но его не пропустили. И оттуда потом забрали сразу туда на... Ну, может быть, сейчас всякое может быть, поэтому Не, я не это не сейчас, удивлюсь. это года полтора-два назад было. Да, особо ничего не поменялось. Да сейчас слышу, я вот сегодня или вчера я смотрел на вашем телевидении, уже обсуждают, что американцы якобы хотят понизить возраст до А, 18 года. мобилизационный, да? Да. Бля, я не удивлюсь, если они это сделают. Ну, вполне реально. Я вообще, знаешь, думаю, что не скоро, а Германия тоже, да, будет воевать против России. Я, конечно, это крайне не хочу, но все идет к тому. У нас выбирают канцлера, да не выбирают, а ставят, можно сказать, крайне воинственного. Вот этот Шольц, М. который сейчас вам поставляет оружие, это еще такой пацан в кепке, знаешь, где-то там стоит по сравнению с тем, э, Несерьезный, да? я имею в виду по его, как бы, воинственности. Ну да, в этом М. смысле, да, как бы, не так уж, да, серьезен. А этот прям хочет и немецкий контингент туда вести, и, короче, А прям воевать с Россией, да? да, напрямую уже Да, хочет. мне кажется, это просто вопрос времени. Третья мировая будет. Ну, это все к Да, тому идет да, вообще в да, целом. да, Любой здравый человек это понимает. Ну. да, я тоже так же думаю. Потому что, понимаешь, сейчас вот это все заморозить, слишком много денег воткнуто в это дело. Да. В обороте много денег уже. Да, и они не будут, ни одна сторона не будет как бы идти на попятную. А мы с Ну тобой да, будем умирать за их интересы. да, есть такое. И вот это вот я не хочу. Ну, блин, если бы что-то можно было бы изменить, то, конечно, я думаю, люди юзнули бы эту возможность по-любому. Потому что, ну, блин, Третья мировая, я считаю, все, ну, пиши пропало уже. До Это все, свидания, да. ребят. Если бы Третья мировая там 100 лет, 70 лет назад, когда у нас не было у людей атомного оружия, это одно дело.
А при таких раскладах, когда несколько Ну, да, государств конечно, конечно. обладают таким вот оружием, это Я думаю, что победивших точно не не будет уже. будет, да, не будет никого победивших. Переключился, видать. Человек, видать, держал, ему неудобно, и, видать, нажал пальцем чем-то, да. Я помню человека, а я не буду вставлять сюда лицо его, и я в тот раз его не выкладывал. Ни к чему это, ни к чему. Добрий день. День добрий. Я з Івано-Франківська, Україна, ви звідки? Німеччина, Баварія. А звідки в Німеччині? Казахстан. Ага. Ви давно вже виїхали? Ой, 23 года назад, весной 24 будет. А що прапор України у вас стоїть? Це VPN ВПН, поставили? це ВПН. Мгм. Слава Україні! В составе Германии. Как вас пропаганда, даже в Германії, блядь. Дякую тобі, що ти допомагаєш українцям. Слушай, а как, при чем тут русская пропаганда и в составе Германии? Дякую, що допомагаєш українським воїнам бити росіян. А вы радуетесь, да, этому? Конечно, они А вы не думаете, что может, ну, начаться Третья мировая война? Не думаю. Не За думаете? ким? Думальник-то вас обманывает. Кто обманывает нас? Ваш думальник вас обманывает. Кто? Ваш думальник. Я Ваши не знаю мысли такого. Кто-то неправильные. Кто тебе такое сказал? Це моя підозра. А кто тебе сказал, что будет Третья мировая? Тебе Я кто ж тебе сказал? кажу, це моя підозра. Смотри, у нас сейчас выбирают, не выбирают, а ставят Мерц, фамилия. Это сегодня Шольц, а будет Мерц. Вот этот Мерц, он намного страшнее И что? Шольца в плане том, что он очень воинственен. Он не только хочет поставить и Таурусы, и Мараурусы, он еще и контингент туда хочет вести. В Украину? Да. Ну, правильно, против России. Молодец. Чё хорошего, я ж тебе говорю, Третья мировая. Кто тебе такое сказал? Я тебе еще раз спрашиваю. Так если страна НАТО войдет на территорию Украины, Страна НАТО? да, Германия, Какая страна? Да, ну и что? как это что? Это прямое вмешательство. Так НАТО и страна Германия это разные вещи. НАТО это союз, а Германия это страна. Все правильно. Ну что правильно? Какое отношение Германия имеет к НАТО? Германия состоит в этом альянсе, в Северном альянсе, блоке. Так вот, так смотри меня, если даже Германия состоит в Северном альянсе блока, Германия как страна не имеет права войска НАТО посылать в Украину. А вы что, направо еще до сих пор смотрите? Вы разве не видите, что это все бесправно происходит? Ни по каким законам? Только Россия бесправно все делает. Ну, это вы только так Россия думаете. делает всё бесправно. Россияне утверждают обратное. Мы, как А граждане... ты как думаешь? Я думаю, вы не правы. Да, ты думаешь, Россия права, что напала на Украину? Я думаю, что вы не правы в том, что начали гражданскую войну. Я думаю, как ты думаешь, кто виноват в войне, Россия или Украина? Сейчас, которая между вами происходит, вы виноваты. Нет, да, нет, в той, в другой, в какой-то другой, которая происходит. Нет, просто я понимаю, ну, я сейчас поясню. Просто у вас, у граждан Украины, всегда разная позиция. Вы это, кто-то делит с 14 года по 22 год, кто-то отрицает. Короче, непонятно, как вести диалог. В каком году началась война? В 22-м. Вот эта вот война началась в 20... В 14-м.
С 14 года году, у вы вас ошибаетесь. шла гражданская, даже Германия это признает. В 2014 году Россия оккупировала Крым. Это признала весь мир. У нас это называют аннексией. В России говорят, что это сецессия. А ты, у нас говорят в Украине, что ты, что ты в Германии, блядь, долго не проживешь. Чему так? Потому что тебя там, если не немцы, то наши. Пошел русским А кораблем. подожди, можно Пошел вон. вопрос? А сейчас тогда ответим без дяденьки на этот вопрос. То есть, господа украинцы, вы считаете, то, что на вас напали по неправу, то, что вы, то, что хотите делать у себя в стране, то как бы и делаете. И никто не имеет права на вас нападать по этому поводу. Правильно? Вот следуя вашей логике и словам вот этого гражданина, он оправдывает, получается, в своей голове неосознанно действия Российской Федерации. Потому что я нахожусь у себя в стране, не делаю, что хочу, а просто думаю, как я хочу. Мое законодательство позволяет мне то, что я думаю, освещать это в информационном пространстве, говорить на улице, понимаете? И если вы тут собираетесь не только меня, а вообще не согласных как-то отлавливать и что-либо с этим делать, тогда почему вы кричите на Россию? Вы же практически хотите заняться тем же самым. Я говорю про вашу логику, про то, что как вы думаете. Понимаете? Тогда получается все нормально. Все так и должно быть. Ты же придешь сюда ко мне, в мою страну, и будешь навязывать мне свою точку зрения. Каким путем? Да, разный немножко. Мы с вами и не государство, и не правители, мы простые граждане. Понимаешь? Здорово, были. Что там? Здорово. Здорово. Слушай, вы Привет. против того, что Россия воюет сейчас с вами? Конечно, против. А вы откуда будете? С Украины. Слухай, а вот тут есть люди вот в Германии, в Европе, те, кто поддерживают, так сказать, говорят, что русские правы. Ну так, посадите их на бутылку. А почему? Минимум. Что? Нет, посмотри, тут какая делюгата у нас, пацаны, выходит. Русские на вас напали, вы их обвиняете, что они на вас напали из-за того, что вы у себя дома что-то там делали, и это ваш дом, и вы что хотите там, то и делаете, правильно? Я не хочу вообще разговаривать на эту тему, политику. Не, войну. значит, Я сюда не- а мы, я сюда не значит, в поэтому. своей стране не тоже не хотим, вы нам мыслить запрещаете, у меня дома ты мне запрещаешь мыслить так, как я хочу. На бутылку, говорит, посадить. Вот вас и сажают на бутылку. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Україні! Слава В Украине. составе Германии. Россия в составе Украины будет. Ага. Вот вы уже там сами разбирайтесь, как Курск хотите. уже в составе Украины. Скоро будет БНР, А ты чё? РНР. Не, почекай. А ты розмовляєш українською? Я только понимаю. А чё поставил украинский прапор себе? О, Господи, это из-за технических проволочек в этой А рулетке. ты понимаешь Да. хорошо, богато? По-украински, процент... Короче, бытовую речь я понимаю, да. Если будете О, давай. западным Давай проверим. языком разговаривать, тут для меня труднее будет, конечно. Давай проверю. Давай проверю. У вас тривалий час не сниться щось порадувати? У вас тривали что? Частный что? Не сниться щось порадувати? Лечница. Вот не знаю, что такое ничница. Оно из-за этого слова А меня... тривалый час. Знаете, что такое? Тривалий час. Как время какое-то позднее. Нет, тривалый.
Ну хорошо, переведите, я затрудняюсь. А, не знаешь. Вы Ты считаете ли вы, вот я смотрю, вы в Европе очень много людей, которые склоняются, ну, пророссийские, да, люди? Мы таких не видели. Ну, давайте допустим гипотетически, что есть. Гипотетически это в ваших только влажных фантазиях. Гипотетически, я не знаю даже. И вам Скобеева рассказывают. Гипотетически. Гипотетически. Ваши У вас- в Германии ходят в ФБК. Что это такие? вас- Русско настроенные, да. Они хотят спасти Россию от Путина. В Германии. В Германии. Поэтому А, Не русская соображай, что позиция. они в Германии. А Да, вот, вот тех, которых выпустили из плена. а вот то, чтобы там были конкретно настроены кто-то против Украины и за Россию, это твои влажные фантазии. Мы таких Такого не нет. видели просто. Может, тут Ну пригодно. окей, да, не видели. Это, я не Если в этом... они там есть, то они сидят в жопу, в тряпочку, молчат. Конечно, ладно. Я не об этом. Вот считаете ли вы, если такие люди существуют, считаете ли вы, что они должны быть подвержены за это какому-либо наказанию? В Европе демократия. Знаете, А как? Это зачем- вы с только сравниваете. зачем считать, Смешно. если, Нет, конечно. если вам в России льют брехню в уши, никто здесь не Про поддерживает какую Рашку. А Россию? Я если с есть там Немеччины, каких-то я с Германии. 2-3 человека, Они шкерятся по А, блогам, сидят, то- поддержки у малолеток ищут в России. сидят, короче, Подождите, если- я с Германии. А, из да? какой ты Германии? Вы в Германии видели пророссийских много? У нас Да вон, блин, пророссийских процент, подождите, пророссийских, прям пророссийских, процентов 30. Против поставок оружия Украине Ну, ты врешь. 80%. 80, да? А чё ж поставляете тогда? Ну потому что власть делает одно, а народ не хочет этого. Да Власть ты не врешь, хочет, да а ты врешь. поставляет, да? Нет, А ты власть скажи. хочет, народ не хочет. А власть сколько человек хочет? 2? Как, Или в три. каком, а в Какой каком процент? Какой Власть, город? те люди, которые стоят у рычагов Ну, власти, народ. Тихо, тихо. президент, канцлер, их команды, они этим занимаются. Но население Их в большинстве заставляют, наверное. против этого. А их, наверное, заставляют, да? Можно? Господи, боже мой, как трудно с вами. Какая разница, Не, ну а заставляют что их трудно-то? или не заставляют? Они это делают. Они делают А то... почему они это делают? Они что ж делают- вы терпите-то? Подождите, Что ж вы они делаете? делают то, что не хочет народ. Германия. Почему народ Народ терпит? Германии не хочет поставок оружия на... Ты слышал вопрос? Говорю, почему они Да вы в терпят? 2 голоса трындите, я не Ярик, знаю на кого отвечать. Я тебе А что ты говорю, голос я. на паната повышаешь? Ша, тихо, сихонько, с уважением и с улыбкой. С тобой Тихо, господин тихо, Германии тихо, разговаривает. Шариков, тихо. Кальди кляпе, бляй пруих, Что там? бляй пруих, он беним дих. На Луну, на Луну, Повоишь. на Луну. Голчик, блядь. Не хотите, блядь, поставлять Украине, но поставляете. И будете поставлять. И на военку будете платить налоги. Налоги будете на всю, на НАТО отдавать. А почему? Понял? Почему? Услышал? Почему? А потому что смотри референдумы, которые проходят по всей Европе военные. Включи мозги, а не Скобееву. Ты Какие дурень, блядь. референдумы Хоть у нас раз, тут проходят? Хоть раз перестань Соловьева смотреть. Я вообще А не посмотри знаю, про европейские какого Соловьева вы новости, говорите. глобальные У нас в новости. Германии нет российского телевидения. У нас в Германии, ты что, немец или що? Вот Ти так звідки уж виліз? З якої ти, блядь, Псковщини приперся? Германию. Представляешь, У в нас России ни разу Германия. не был. Да ты что там Не родился, проживал в что ли, России. что ли? Не проживал. Родился в Германии? Нет, не в Германии родился. А где ж ты родился? Родился Это я еще в Советском... Приехал в свое Тихо говно, привез в будь, тихо Германию, будь, ты моя считаешь, что хорошая, Германия твоя собственная? не возбуждайся. Я понимаю, что я отличный мужчина, красивый Дохлый, такой. блядь, ты что? Да, Куда, перспективный на кого? парняга. Смотри, у меня Обожди, муж убери этого. Шо це таке? Убери И на кого туселя. вас Какая посмотри. Германия? Ну, бери, смотри. Вартемаль. Смотри, я тебе расскажу. Я родился в Лес, Советском юзе. Союзе Юзай на территории Казахской ССР.
А если вас так это бесит, то, что люди в Европе не поддерживают вашу точку зрения, так это только ваша проблема. Это вы живете, как в «Люди черном» кино. Помнишь, открывает он вот эту кабинку, и там вот такие «Славься, Джон! Славься, Джон!» И новые часы туда, хоп. Да, у нас в Ты в Украине сейчас Германии не тяжело. живешь. Ты в Германии живешь, ты сидишь. Кто ж Ты тебя пустит сидишь как в настроенный норе, в Германию? в норе. Ага. Сколько вас таких Хочешь блядь, документ уехало покажу? в Хочешь свой родную паспорт Россию? покажу? А ну, Хочешь давай па- в Россию уедешь? паспорт хочешь За покажу? Россию в Россию Подожди. Хочешь паспорт покажу? Поддерживаешь? поддерживаешь Езжай в Россию? Россию, нахуй. Я Почему ты поддерживаю Россию не- Германию. Россия крутая ладно? государство, А она чё ж сама ты все говно сделает и вывезет. раш- Вы можете по одному разговаривать, вас непонятно, когда вы вдвоем орете. Я очень прошу, потом ты. Почему ты приперся в Германию? Чего ты сидишь в Германии? Ну потому что 24 года назад мы сюда переехали по праву крови, по праву рождения. Мы имеем право Да. здесь проживать со своим народом. Да. И дальше. Вот и Ты проживаем. притащил в Германию свое говно, или ты решил по европейским ценностям жить? Я решил по немецким ценностям жить, как и жил Да. до этого, да. Подожди, а Германия это Европа? Конечно, Да? да. А европейские ценности ты знаешь? Если вы Европейские если вы законы. говорите про свободы ЛГБТ, Если вот ты это в все, чужой да? стране, послушай Вы про меня, это пожалуйста. говорите? Я говорю, я тебе объясняю. Если ты в чужой стране пропагандируешь ценности другой страны, это по законам? Я пропагандирую ценности, традиционные немецкие ценности. Вот что я пропагандирую. Немецкие. Семья, Ах, да. семья прежде Да всего. ладно? Да, А ты знаешь, да. что тебе твои родственники рассказывают, что в Германии и во всей Европе все Хочет быть это их свободное право. ты Свободное право человека быть пидором. Я не против этого. Так ты в России это объясни. Ты Зачем? знаешь, что там Зачем? ЛГБТ-сообщества, которые садят не в тюрьму, Ой. в дурку. Подождите, вы обманываете. Дурку, У них не запрещается быть пидором. Да у них ладно, запрещается, блядь. у них запрещается Хотят старый, пропаганда. Иди Что такое? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, панове, да вы заскучали. Вот это да, вот это огонь просто. Они правда верят, они не могут верить в то, что люди с других стран, не из России, да, что они не могут просто вот быть против Украины. Это невозможно по их мышлению. Если ты против Украины, все, ты с России, и больше ты ниоткуда. Им страшно это думать, страшно. Параграф Grundgesetz 5 позволяет мне делать то, что я делаю здесь. Это на будущее тем, кто там сомневается, какие-то пропаганды, про какие-то там свободы. Человек, который хочет, чтоб в его, так сказать, со спины подходили к нему, это его личное дело. Пускай он это делает, и мне на это плевать. В мою семью это не несите, и все. Не заставляйте, да? И все, нормально. Там мы разберемся. Хе-хе-хе.